В этом видео я хочу вам рассказать про главный принцип выбора человека для долгосрочных гармоничных отношений и о том, как обрести резистентность от того, чтобы вступать и иметь абьюзивные какие-либо отношения, токсичные, больные и так далее. И основа всего этого – это самоуважение. Но сначала давайте поговорим о том, почему, собственно, появилось это видео, которое я обещал выпустить еще на прошлой неделе, но вот в день своего рождения записываю прямо сейчас. Дело все в том, что одним из самых частых комментариев и недоумений женщин, прежде всего женщин, к моему видео о поступке на сайте DAS, было следующее мое высказывание. Мужчина, востребованный у женщин, знающий себе цену, никогда не станет строить отношения с женщиной, которая сомневается в том, а это подходящий ли для нее вариант или нет. Что там присматривается, еще что-то. Понятно, что да, оценка, она, конечно же, идет. Но такому мужчине, лидеру, никогда не может быть интересна сомневающаяся женщина. И ключевая фраза, которая триггерила почти всех поклонников сати, это «сомневающаяся девушка не может быть интересна мужчине». И они все высказывали недоумение, в смысле, а почему девушка не может сомневаться там и так далее. Но давайте мы, прежде чем продолжим это видео, посмотрим значение этого слова из Вики-словаря. Как видите, в основе слова «сомнение» лежит недоверие, неуверенность. И у меня возникает вопрос, а зачем вообще идти с таким человеком на встречу? Неважно, какого он пола. Я, кстати, допустил ошибку в своем видео и почему-то сказал про мужчин. Да? То есть это не важно вообще гендерная принадлежность. Абсолютно не важна. Непонятно, как девушка, так и мужчина, зачем идти на встречу, если ты предварительно с человеком не поговорил, не понял о его целях в этой жизни, да, о его мировоззрении, насколько это все вообще совпадает. Ваши интересы вообще, в конце концов, они насколько похожи? Как вы планируете проводить досуг? Насколько у вас в этом плане есть синхрон какой-то? Но об этом я говорил в других видео, повторяться не хочется. Но, предположим, да, вы работаете где-то рядышком или живете, и вам проще все это обсудить при личной встрече. Ну, например, сходить там, попить кофе или даже в кафешку. Это не важно. Важно другое. После первой встречи, если вы пообщались с человеком, и у вас до сих пор остаются какие-то сомнения насчет данного человека, зачем идти на вторую? Но мне вот реально очень сложно представить. Я когда сам общался с девушками, да, очень редко можно было встретить девушку с правильным таким мировоззрением, подходящим для семьи, да, то есть для рождения детей и так далее, для гармоничных отношений. Ну, это не важно, женщина или мужчина, их всего лишь 5%, не более того, и надо еще как-то встретиться друг с другом, а шанс этого, он значительно меньше 5%, соответственно, да, то есть если с обоих сторон по 5% людей, подходящих для гармоничных отношений. Мне вот интересно, есть кто-нибудь хорошо знающий математику, какова математическая вероятность того, что эти люди вообще встретятся? Ну и вот, предположим, да, то есть ты слушаешь, как рассуждает девушка, тебе все это нравится, ее жизненные ценности, планы и все остальное. И ты понимаешь, что все классно, говорит все очень красиво, но вот что-то на интуитивном уровне, например, да, подача, то есть как она это говорит, да, вот эта интонация, наличие этой женственности в голосе, еще что-то немножко смущает. Но учитывая, что все равно даже такие девушки встречаются крайне редко, думаешь, окей, я дам ей шанс, мы сходим на свидание и пообщаемся. А вдруг это будет реально очень классная девушка и очень перспективно. Вы знаете, даже в таких случаях ни разу такого не было, чтобы вот интуиция мне что-то подсказывала, и на встрече это потом не проявлялось. Да? Вот это какая-то мускулинность, может быть, еще что-то. Какое-то, может быть, немножко пренебрежительное порой отношение. Ну, вот что-то, да, то есть какие-то там были так или иначе отклонения. Но это на интуитивном уровне, это порой невозможно объяснить, как ты это слышать начинаешь, когда ты общаешься с большим количеством людей. А на встрече все становится предельно понятно, да, почему у тебя возникли такие ощущения. И если это произошло на первой встрече, мне совершенно непонятно, зачем мне тогда идти на вторую. Ну, тут же уже все понятно, то есть с человеком, да, то есть нет никаких перспектив, что еще раз присмотреться, а вдруг ты ошибся. Ну, такого не было ни разу, что тебе на первой встрече человек не понравился, а потом бах, и все пошло хорошо. Ну, не бывает такого. Да, по телефону может что-то пойти не так, там, мы в переписке можем некорректно донести мысли, но на первой встрече все понятно.
И, следовательно, да, возникает вопрос, если первая встреча оставляет какие-то сомнения в человеке, да, заставляет сомневаться, я не вижу ни единственной причины, ни одной причины, зачем нужно идти на вторую. И уж тем более, если мы говорим про женщин, да, формировать вот этот вот оленей хоровод из подобных мужчин. А ведь, по сути, Сатья говорит именно об этом. Давайте послушаем этот фрагмент. Поэтому говорится, у девушки должно быть несколько ухажеров. Должны ли они знать между собой? Пусть узнают, но не от вас. Ну, наверное, да. Подтверди мою мысль, честно. А ты скажи, ну так, ты считаешь, что за мной никто не может больше ухаживать? То есть я так плохо выгляжу, что вот за мной может ухаживать только вот такой бедолага, как ты, с вопросами? В качестве кого спрашиваешь? В качестве кого? Вот хороший вопрос. Во всяком случае, мужчина задумается, кто я? Кто я? Я? Твою мать, я никто! У меня возникает вопрос, зачем иметь много женщин, иметь много ухажеров, и мужчине, соответственно, иметь, ну, скажем так, много женщин в обойме, да? Какой в этом смысл? Это что, попытка набить себе цену, самоутвердиться или что? То есть, если человек не подходит для долгосрочных отношений, можно очень красиво попрощаться с ним. Ну, или есть еще один вариант. Вот у меня такое встречалушка очень тактично и мягко сообщила о том, что она, не успев со мной встретиться, встретила мужчину, который ей подходит. Просто мы с ней общались. Это было давно уже, если я правильно помню, это было середина недели. И, к сожалению, у меня были там ряд проектов, и я не обладал достаточным количеством времени, чтобы встретиться с ней, ну, после нашего телефонного разговора, который хорошо очень прошел, да. И у нее тоже не было такого времени, у нее тоже достаточно большая загруженность была. И мы запланировали эту встречу там через несколько дней, да, мы даже обозначили день, по-моему, субботу или воскресенье. Но, видимо, у нее уже были планы, да, с кем-то она договаривалась предварительно, что они, например, сходят попить кофе. Она сходила, попила кофе с мужчиной, он ей понравился, да, и она решила всех остальных сразу же отшить, ну, как бы, чтобы сфокусироваться на качественном общении с одним мужчиной. Вы знаете, я очень уважаю эту девушку, я прям не ошибся в своих каких-то ожиданиях по поводу нее, когда у нас было первое, даже мы по видео общались, если я помню. Вот это поведение очень достойной девушки с правильным мировоззрением. И то же самое я хочу сказать и про мужчин. Если тебе нравится девушка, ну, какой смысл дальше какие-то поиски продолжать, если ты видишь очень большой потенциал в ней с точки зрения построения семьи там, и так далее. Зачем это все нужно? И чтобы закончить эту тему, я вижу здесь какую-то, знаете, распущенность в этом, да, и неуважение к другим людям. Ну и в том числе и к самому себе, все начинается с уважения к самому себе. А это главный принцип того, чтобы не залипать в какие-то абьюзивные, токсичные, больные отношения. Ведь что нас делает с вами уязвимыми по жизни? Это привязанность, зависимость. А формируется это все на основе эмоциональных качелей, да, каких-то, которые возникают в нездоровых отношениях, какие-то вот эти эмоциональные перепады. Ссоры, примирения, какие-то разборки и все прочее, все это приводит к тому, что если человек это начинает потреблять, то это очень негативное влияние оказывает на его психику, и у него формируются нездоровые зависимые отношения, а возможно у обоих партнеров. Твой партнер может периодически устраивать показательные акции того, что вы там разводитесь, расходитесь, собирание вещей и так далее, и ты начинаешь погружаться в эти переживания, пытаться кого-то там вернуть и все остальное. И это тебя еще больше втягивает в эту зависимость и делает кривым баланс значимости, особенно если вдруг мужчина зачем-то пытается возвращать девушку, которая от него уходит. Никогда не делайте этого. Да и вообще не надо никого возвращать никогда. А теперь представьте себе, что вы уважаете себя и не допускаете к себе какого-либо недостойного, неуважительного отношения. И как только люди позволяют себе проявлять себя таким образом по отношению к вам, вы с ними тут же расстаетесь. Вы становитесь неуязвимым, абсолютно неуязвимым для таких отношений. Вот мне, например, про себя могу сказать, очень сложно, чтобы я переживал там, не знаю, больше 2 дней от расставания с какой-то девушкой. Сейчас, в текущий момент. Потому что если мы расстались, да, если она позволила себе
какое-то неуважительное отношение ко мне, значит, мне с ней не по пути. И я знаю, что я достоин лучшего. И нет смысла переживать о чем-то или о ком-то, кто не подходит тебе для отношений. Обретая такой навык, вы становитесь неуязвимым для почти любых больных отношений, абьюзивных, токсичных и так далее. Ведь абьюзеры, они по сути питаются, как вампиры, тем, что пожирают вас. Да? Они могут очень красиво, да, оборачивать все это в заботушку. Да я же о тебе, родненьком, забочусь. Но при этом постоянно занижая вашу оценку, посылая какие-то противоречивые послания, шизофренические паттерны, и просто сводя вас с ума. Вы уже сами не знаете, что порой нужно сделать, чтобы избежать каких-то конфликтов, какого-то пренебрежительного отношения со стороны другого человека или в принципе даже его ухода из отношений. Вы зачем-то цепляетесь за них и так далее, хотя они уже давно не представляют никакой ценности, они исключительно разрушают вас. Происходит вот даже такое порой. А если вы не способны даже представить такую мысль, что вы рядом с таким человеком, вы не допускаете этого, то у вас ничего и не получится. Как только человек себя начинает неподобающим образом вести, вы просто с ним расстаетесь. Зачем нужны сомнения? Но я не хочу сейчас, чтобы кто-то истрактовал мои слова неправильно, и якобы я призываю всех при малейшем поводе расставаться с человеком. Да? Возникают порой очень спорные ситуации. И в этом видео и в этом принципе я говорю исключительно про то, что человек демонстрирует неуважение, сомнения по поводу вашей состоятельности для отношений, для вашего будущего, какие-то там паузы, раздумья брать и все остальное. Я говорю лишь об этом, когда вам человек как бы с барского плеча якобы дает какой-то шанс. Ну ты давай там, докажи мне, что ты вообще достоин или достойна. И по сути, тем самым очень сильно занижая вашу самооценку, это бьет ведь по вашему самолюбию очень сильно. И если вы принимаете данные правила игры, то тут уже, знаете, и до абьюзивных отношений недалеко. А я призываю вас набраться смелости и обрести вот тот же навык, что есть у меня. Я никогда не стану задерживаться в таких отношениях ни секунды. Того же желаю вам. Необходимо также отметить, что люди крайне слабо или почти никак не меняются внутри отношений. А для того, чтобы у человека произошли какие-то серьезные изменения, а в данном случае его поведение к другим, самоуважение, уважение остальных, ему нужен какой-то серьезный мотивационный пендаль. То есть стрессовая какая-то ситуация. И в данном случае, если вы своим отрицательным подкреплением, уходом из отношений дадите ему этот пендаль, да, то есть это отрицательное подкрепление, то есть шанс, что мужчина или женщина, которые неподобающим образом себя ведут в отношениях, возможно, в следующий раз подумают, если у них вообще есть какая-то способность к саморефлексии, к изменениям, то вы просто даете им шанс стать лучше и при этом сохраняете себя. Ну а если вы продолжаете подобные отношения, то вы наносите не только вред себе, но и положительным подкреплением даете человеку понять, что так вести себя можно не только с вами, но и с другими людьми. Необходимо также отметить, что если вы примерно 3 раза на самом старте, зачастую через силу или даже ломку, откажетесь от таких больных абьюзивных отношений, то вы станете несгибаемым и даже неуязвимым для токсиков, если будете впоследствии заканчивать отношения, как только по отношению к вам будет неуважительное, неподобающее отношение. Инстаграм забанили после самого популярного на моем канале здесь видео про Сетью Das. И если вам интересны мои фотографии, ну, отчасти контент будет дублироваться в Инстаграм, отчасти какой-то другой про мою личную жизнь, то можете подписаться. Точно такой же ID, как и здесь в Ютубе, BR_Dog. Друзья, предыдущих пару-тройку видео выходили на моем канале вертикально. Это удобно для просмотра на смартфонах, но, наверное, не так удобно для просмотра на телевизорах либо на компьютерах. И у меня к вам вопрос. Какой из форматов вам больше нравится? Я прошу написать об этом либо горизонтально, либо вертикально в комментариях, либо в сообществе. Теперь у меня, благодаря тому, что больше 1000 подписчиков, открылась вкладка сообщества, проголосовать за то, какой формат вы хотели бы, чтобы я дальше выкладывал видео. И
Каких комментариев будет больше, как больше люди проголосуют, я так и буду делать. Сегодня в комментариях я предлагаю обсудить, удавалось ли вам выходить из больных зависимых отношений, абьюзивных каких-либо, и что вам в этом помогло. Ну или готовы вы это сделать, насколько это видео явилось для вас мотивационным, чтобы уже набраться сил и принять правильное решение. Ну и напоминаю, что записаться ко мне на консультацию можно по реквизитам, указанным в описании. До новых встреч!